Всем привет! Сегодня разберем вот такой вот интересный узор. Узор вяжется просто. Есть некоторые нюансы, которые я далее буду объяснять по ходу вязания. Вяжется он можно для летних изделий, очень красиво будет смотреться, для кардиганов, для палантинов. В общем, к нему идет такая схема. В схеме указаны лицевые ряды. Всего идет в раппорте 16 петель, в высоту 20 рядов. Приступим. Значит, первый ряд. Первый ряд идет первая лицевая, затем 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 изнаночных и 5 петель обвития. Их нужно переснять на другую спицу. Я взяла булавку и будем делать обвитие, трехкратное обвитие. И затем обратно переснимаем, чтобы провязать петли, которые обвили. Вяжем их лицевыми. Далее идет 3 изнаночных, накид, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, накид, 3 изнаночных и обвитие 5 петель. Переснимаем их на дополнительную спицу. У меня булавка. Кому как удобно. Раз, два и 3. Немножко вот эта часть, конечно, она не очень удобная, но такой узор. Поэтому для удобства лучше переснять, потому что по-другому никак не провязать эти 5 петель. 5 лицевых. Так. 3 изнаночных, накид, 2 вместе, лицевая и кромочная, изнаночная вяжу. Изнаночный ряд вяжется по узору. Есть лицевые петли в изнаночном, поэтому что видите, то вяжете. Накиды вяжутся изнаночными петлями.
Так, следующий ряд, третий. Вяжем кромочная, 2 вместе, накид, 4 изнаночных, 2 вместе, нет, накид 4, извиняюсь, сейчас 2 вместе, накид, лицевая, 2 вместе, 4 изнаночных, накид, и здесь 3 вместе. Здесь переснимаем первую петлю, провязываем 2 вместе и продеваем через снятую петлю, накид, 4 изнаночных, 2 вместе, накид, лицевая, накид, 2 вместе, 4 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, и последняя кромочная изнаночной. Изнаночный ряд, что видим, то и вяжем до конца ряда. Накиды вяжем изнаночные. Следующий ряд, пятый. Первая у нас кромочная, переснимаем, затем изнаночные 5 петель, затем 2 вместе, накид, 3 лицевых, 2 вместе и изнаночных 7 петель изнаночных вяжется. Или больше? Нет, извиняюсь, 9 петель изнаночных. Просчиталась. 2 вместе, накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе, до конца ряда изнаночными, и последняя кромочная тоже изнаночная. Изнаночный ряд, вяжем по узору до конца ряда. Седьмой ряд начинается с 4 изнаночных, вернее, сперва снимаем кромочную, затем 4 изнаночных, 2 вместе, накид, лицевая, 3 вместе, переснимаем первую петлю, 2 провязываем вместе и продеваем через снятую петлю,
накид, лицевая, накид, 2 вместе, 7 изнаночных, две вместе, накид, лицевая, накид, 3 вместе, накид, лицевая, 2 вместе, 4 изнаночных. Последняя кромочная, изнаночная идет. Изнаночный ряд. Девятый ряд, первая кромочная, затем 3 изнаночных, 2 вместе, накид, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, накид, 2 вместе и 5 изнаночных. Две вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, нет, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, накид, 2 вместе, 3 изнаночных и последняя кромочная. Следующий ряд изнаночный. Так, теперь у нас 11 ряд, первая кромочная, 2 изнаночных, 2 вместе, накид, лицевая. А здесь 3 вместе мы вяжем одной петлей, чтобы наклон был вправо. Поддеваем все, провязываем. Накид, изнаночная, накид, а в эту сторону, с этой стороны вяжем другую сторону, наклон влево, за заднюю стенку подхватываем и первую петлю разворачиваем. Накид, лицевая, накид, две вместе, 3 изнаночных, 2 вместе, накид, лицевая, накид,
3 вместе за переднюю стенку, протягиваем петлю одной петлей. Накид, изнаночная, накид, 3 вместе за заднюю, одной петлей. Накид, лицевая, накид, 2 вместе, 2 изнаночных, кромочная, последняя изнаночная. Далее у нас идет изнаночный ряд, вяжем по узору. 13 ряд, первая идет кромочная, следующая изнаночная, 2 вместе, накид, 2 лицевых, 2 вместе, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 вместе, 1 изнаночная, 2 вместе, накид, 2 лицевых, 2 вместе, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе, изнаночная и кромочная. Следующий ряд вяжем по узору до конца ряда. 15 ряд узора, первая кромочная, 2 вместе лицевых с наклоном вправо, накид, лицевая, 3 вместе, одной петлей за переднюю стенку, накид, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, накид, 3 вместе, первую петлю разворачиваем и за заднюю стенку одной петлей, лицевая, накид, а здесь 3 вместе провязываем, первую переснимаем, 2 вместе провязываем за переднюю стенку, переснимаем через снятую петлю, продеваем, накид, лицевая, накид, 3 вместе с наклоном вправо за переднюю стенку одной петлей, накид, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, накид, 3 вместе с наклоном влево переднюю стенку, переднюю петлю переодеваем и за заднюю стенку провязываем одной петлей, накид, лицевая, накид, 2 вместе, последняя кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору. 17 ряд, первая петля снимается, кромочная, затем 3 лицевых, 2 вместе, накид, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, накид, 2 вместе, я пропустила накид, пропустила здесь накид или упал. Я подниму сейчас накид один, потому что не хватает петель. Так, накид, 2 вместе, 5 петель лицевых, 2 вместе, накид, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 вместе и 3 лицевых.
Последняя кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору. 19 ряд вяжем первая кромочная, затем 1 лицевая, накид, 3 вместе, 1 петлей с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных, накид, 3 лицевые с наклоном влево, 1 петлей, накид, лицевая, накид и 3 вместе с наклоном вправо, 1 петлей, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных, накид и 3 вместе петлю. Первую переснимаем, 1 петлю за заднюю стенку, провязываем, накид, лицевая и кромочная. Такой вот получается узор. Более вяжите, задавайте свои вопросы в комментариях. Всем до встречи.